Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лиана. И тем, кто только впервые смотрит меня, я живу в Германии, учусь на флориста и очень люблю растения. Цветы, растения и вообще все, что с этим связано. Сегодня я решила совместить видео, сделать такую тему, как пересадки немножко, да, попересаживать и поболтать, да. Многие мои растения нуждаются в свежем грунте, некоторые в пересадке. Ну, в общем, все эти любимые процедуры весенние, летние начались, как говорится, да. Сейчас я хочу первым делом еще немножечко дать шанс эхиноцеи, которые я притащила из мусорки. И вот она не хочет никак у меня приживаться, и я хочу ее попробовать. Последнюю уже такую инстанцию, это сюда в свою тепличку. У меня здесь малыши, эпипремнум. Там еще, да, монстера, то есть все у меня здесь укореняется. И сюда же хочу попробовать посадить, воткнуть все, что осталось от эсхинантуса. Ножницы я уже продезинфицировала, поэтому отрежу и просто сюда воткну. Вот я сейчас просто их сюда положу. Выживут, выживут. Нет, нет. Что ж теперь? Значит так. Такова судьба. Я уже пыталась их так и эдак, но они никак не хотят. Может быть, при повышенной влажности что-то у них пойдет сюда. Закрываю и убираю на светленькое место. У меня сейчас на данный момент окошечко. Лианелочка, что-то. Сейчас буду освежать грунт своим хоем. Оставлю их в этом же пока горшочке. У них здесь достаточно еще места. Просто освежу им грунт и посажу в новый. В хой я буду добавлять смешанный субстрат. В землю я намешиваю, какую мне хочется. Да, то есть как бы мне очень понравилось, как мои хои чувствуют себя в личузе, и земля для кактусов я смешала, да, и добавила еще, очень люблю вулканический такой гранулат, да. Легкие, очень такие легкие, пористые, очень хорошо впитывают влагу и как бы и не застаивается. Как можно делаю, как можно рыхлый, воздушный. Также я добавляю кокосовый субстрат, потому что мне нравится, что он впитывает влагу вместе с личузой и потом постепенно как бы отдает ее, но не устраивает болото. Вот такая вот земля для кактусов, для суккулентов, да. И то есть очень хорошо. Дренаж здесь написано, легкая, воздушная. Ну, не знаю, я попробовала. Подождите, сейчас я вам даже покажу. 2 недели назад я пересаживала с выставки свою незнакомку хою. И посмотрите, какие у нее корни наросли за 2 недели в этом субстрате, да, в этой моей смеси. Смотрите, какие жирненькие. Еще я использую кокосовый субстрат плагрон. Либо же у меня здесь есть... Я все притащила здесь, все убирать мне потом. Не убирать,
называется, не выбирать. Вот такой вот есть у меня еще субстрат от фирмы Variegata DE. Да, то есть это довольно-таки хорошая фирма. И также я заказывала циолит, да, у Variegata DE, тоже мне понравился. Я надеюсь, всем видно. Все хорошо. Да, будет вот так, наверное, да. Корневая. Посмотрите, какая она хорошая. Здесь в поечке. В принципе-то даже не знаю. Думаю, если я ее здесь попотрошу. Так, я повторю, то есть то же самое, смешаю это все и думаю, что, ну вы знаете, я здесь ее расковыряла немножечко, и я так думаю, что у нас, друзья, гром гремит. Сегодня 31 марта, католическая Пасха, и у нас гремит гром. Вообще прям темно стало резко. Но я думаю, нет, я все равно оставлю здесь, потому что я куплю кашпо покрупнее и просто перевалю и досыплю земельку еще, да. Но так как здесь уже просто некуда, нужно обновлять уже почву, поэтому я сделаю так, да. Так как именно таких подвесных горшочков, именно, да, там на размерчик больше, еще на размерчик больше, это нужно ехать в специализированный такой магазин, в специальный садовый центр. Не во всех садовых центрах все это предоставлено в размерах. Чаще всего я вообще по интернету все заказываю, потому что, ну, в интернете можно найти все размеры и все что угодно. Так, это я уберу сейчас. Что-то надо мне перенести, а потом я это просто уберу. Я очень люблю, друзья, пересадки. Не знаю, как вы, но я люблю пересадки. Я люблю пересаживать, люблю что-то менять. У меня постоянно мое место с растениями все время меняется, я все время что-то новое добавляю, какие-то новые полочки, либо что-то новое, все время что-то хочу поменять, все что-то хочу сделать. Все время фантазия работает, да, у меня на полные катушки, как говорится. Вот сюда я как раз таки положу сейчас немножко, буквально чуть-чуть положу. Затем здесь лечуза, как я вам говорила, да? Кокосовый субстрат, лечуза для кактусов субстрат. Еще побольше. Чтобы хорошо было. И все. Я не люблю много заморачиваться. Мне надо, чтобы все было быстро. Быстро. Времени нет, всегда все быстро, быстро, быстро. Но, как говорится, если завел себе жителей, неважно каких, растения это или животные, или другие живые
существа, то за ними нужно, как говорится, смотреть и уделять им время. Так. Ужас, что на улице делается. Угу. Угу. Здесь есть еще место. И потом я через парочку неделек, как только будут у меня горшочки, я просто возьму и перевалю это. И добавлю землю, и все. Мне очень важно, чтобы корешочки уже получали свои витаминчики, апельсинчики. Поэтому я уже не могла больше тянуть и ждать, да, как-то нужно было мне уже эти посадки, пересадки, перевалки начинать. Но я уже и до этого очень много чего пересадила. Но, вы знаете, я думала, у меня так мало растений, но когда начинаешь их переваливать и пересаживать, почему-то их становится много. Они вылазят почему-то со всех углов, в которые так красивенько они помещаются. Принесли, поставили, принесли, красивенько поставили. Ну вот, да. Все, заваливать я сильно ничего здесь, уплотнять ничего не буду. Пускай нарастает чуть-чуть корневая. Заполняет. Я боюсь. С детства боюсь молнии. Так. Ну, какой у нас идет дождь. Смотрите, друзья, какой у нас идет дождь. Это что-то ужасное. И гром, и молния. И гром, и молния. Шурик, да? Страшно? Мне тоже страшно. Наверное, это потому, что я за пересадки взялась. Поэтому испортила погоду. Испортила погоду. Ладно, продолжаем. Я никогда не придерживаюсь, да, то есть у меня все время что-то экспериментируется, что-то все время. Сейчас я хочу очень сильно попробовать гидропонику, да, то есть попробовать растения выращивать только в личузе, либо только в керамзите и с светильным поливом, да, то есть хочу это тоже попробовать. Пойдем, красоточка. Ой, Шурик, страшно, скажи. Мне очень страшно, мне страшно. Здесь как раз таки он и сможет побыть. Очень такая тяжеловатая в этом
в этой хойке почему-то очень тяжеловатая земля, другая, не похожая на эту, хотя это с одного заказа, да? Это хойки были с одного заказа у меня. Вот земля здесь, она прям такая тяжелая. Вообще прям, если я вот так ее поливала вчера, если вот так нажать, то, видите, вода идет. Вот этого я вообще не люблю. Страшно. Это ведет к загниению корней, корневой системы и все на этом, да. Поэтому... Но так как с хоечками я не перебарщиваю с поливами, да, все у меня умеренно происходит, поэтому как бы, но все равно вот это мне уже не нравится. Я очень люблю смотреть пересадки. Мне так это нравится. Вообще посадки, пересадки, все очень люблю смотреть. И всегда чему-то новому у кого-нибудь учусь. Да? Все время что-то мне там понравится, какая-то посадочка. Я вот увидела, да, попробовала, и моим растениям это понравилось, и все. Я вот как-то люблю сразу у себя такую посадочку как бы практиковать, да, люблю там повторять. Если что-то я вижу, что вообще проэкспериментировала, у меня, допустим, не пошло, то стараюсь, да, там что-то свое опять выдумать, да, под мои условия подстроить, потому что не всегда бывает, что не всегда бывает, что условия подходят, да, кому-то подходит, а кому-то нет. Но в моем случае я всегда за то, чтобы субстрат был легкий, рыхлый, воздухопроницаемый. То есть для меня это важно. Здесь у меня еще может вполне моя куртизия хоечка. Здесь она вполне себе может еще находиться. Корешочки у нее не такие уж и большие. Она прям может спокойно здесь еще годик. Спокойно годик может просидеть здесь. Я ее распутала. Сейчас прям так хорошенечко ее распределила. И придет мне мое новое удобрение. Я сейчас пробую различные удобрения, да, для того, чтобы растения меньше стрессовали в зиму, в осень, зиму, да, в такое темное время, чтобы набирались витаминок, как я говорю, апельсинок заранее. И вот к этому вопросу тоже очень так серьезно подошла. Много сейчас изучаю информации, много читаю, смотрю. Ну вот буду на следующей неделе вернее, я уже кое-что начала экспериментировать, но как только я увижу результаты, я обязательно с вами поделюсь. Будут это результаты хорошие, либо будут негативные, я в любом случае обязательно поделюсь. Скажем, вот прям не знаю, как у меня когда не видишь, организация работает у тебя заодно сразу же. При пересадке, да? Еще одна красоточка, которая нуждается прям очень сильно нуждается в пересадке. Это моя линиарис. Тоже буду пересаживать один такой же субстрат, который уже и говорила, да? Смотрю, что там система. Видите, здесь вообще, да? Кокос. Так, видите, как можно больше удалим этот субстрат. Здесь без тебя никак, да? Да ты же моя главная пересадчица, садовница моя, всех моих цветов, да? Кусочек. Может, не могу? Нет,
мужу движу. Блин, вся стою, вся, просто вся. Давай, сейчас мы тоже быстренько пересадим. Пойду помою горшочек и вернусь. Здесь у меня немножечко еще кора туда-сюда мотыляется, но это не критично, я ее оставила, просто у меня там после посадочки она попала. И я ее так оставила, то есть она не мешает, я ее не убирала. Не принципиально, как говорится. Так, сейчас намешаю еще. Коса длинная. Длинная коса. Наворачивать приходится, потому что слишком длинная. Она очень длинная, очень. Но я ее намотаю, так как мои кошки будут развлекаться. Особенно кошка моя, да, она любит так поразвлекаться. И все равно она такая длинная. Ну да ладно. Еще у меня прям хочет очень сильно на пересадку. Это главолоза. Там уже даже вообще воды практически не осталось. Сейчас я ее в такой маленький стаканчик посажу. Вот она с выставки сколько прошло уже. Почти месяц, 3 недели, когда новый лист растила. Лузу длинную новый лист дала. Коробка ремя. А крышечку придется разрезать. Ее не вытащишь просто так. Надо не повредить. Подождите. Где-то мои вечно валяющиеся, пропадающие очки. Но я нашла. Чтобы точно видеть и лишнего чего не резануть. Угу. Прекрасно. Все отрезали. Угу. Какая хорошая корневая. Отличная. Будем сажать. Чуть-чуть можно снять. Все готово. Еще одна моя коечка нуждается также. Листофилочка нуждается также в пересадке.
прозрачный горшочек. Такой же размер, только прозрачный. Протру листики. Водичка с удобрением, с обыкновенным удобрением для комнатных растений. Просто по листочку так пройдусь. По листочкам пройдусь и беру лишнюю землю, пыль и подкармливаю их немножко по листочку. Так как поливать буду где-то примерно через денечка 2. Вот так. Опять. Еще на сегодня сделаю последнюю посадочку. Это пересажу свой плектрантус. Здесь очень-очень много отростков. Пересажу вот в такое кашпо. Его буду пересаживать в обыкновенный субстрат, который у меня там есть. В принципе, ему много не надо. Тоже, чтобы был рыхленький, воздухопроницаемый, не заставилась вода. Сейчас положу сюда что-нибудь, чтобы через эти дырки не вываливалась мне земля. Положу на дно. Такую сеточку нашла, положу. У себя в закромах сегодня убиралась на балконе, наводила там порядки и нашла какую-то землю. Когда-то я ее давно-давно заказывала. Написано, что для комнатных растений универсальная. То есть добавлю ее и буду туда уже... Она уже с перлитом, я смотрю. Все равно добавлю немножко лечузы. И буду туда плектрантус уже сажать. Она сухая. Она немножко суховата. Я ее немножечко пролью. Растили здесь бороду себе.
На этом, друзья, все. На сегодня все с посадочками, с пересадочками. Если вам понравилось такое видео, такого формата, пишите мне. Я буду снимать больше. Пересадок у меня очень много и практически всегда. Рассказывайте и делитесь, как вы ухаживаете за своими растюшками, как вы их пересаживаете, во что их пересаживаете, что добавляете. Я с удовольствием всегда читаю и чему-то всегда новому учусь. Ну а на этом всем желаю всего хорошего и до новых встреч. Всем пока-пока.